Друзья, всем огромный привет из Мексики! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. И сегодня мы в Чеченице. У нас раннее утро. Мы приехали вчера из Вальядолида в Чеченицу. Было уже поздно снимать отель. Темно, мы сами его даже не могли рассмотреть. Поэтому сейчас вместе с вами мы его посмотрим подробнее. Ресепшн нашего отеля очень красивый. Встречает скульптура майя. Красивая лестница. Очень необычно. Шикарный вид. Представляете, даже, мне кажется, здесь работать на ресепшене очень приятно, потому что ты постоянно находишься в окружении природы. Ну а теперь пройдем на территорию отеля. Очень зеленая территория. Вечером здесь включается небольшая подсветка на территории ресторана. Слева от меня находится как раз таки ресторан. Вечером там можно перекусить. На территории отеля есть несколько бассейнов, лежаки, поэтому здесь еще и можно искупаться, позагорать. Сейчас от бассейна я поднялась к ресторану. Здесь интересная территория. Можно позавтракать, пообедать, поужинать. Все на ваше усмотрение и за дополнительную плату. Большая территория. Вечером было много гостей, которые беседовали, играли в настолки. Кто-то сидел здесь только потому, что в этой зоне ловят интернет, а в домиках его, к сожалению, нету. Территория у отеля очень большая, красивая. Смотрите, даже есть те стульчики, которые мы часто видим в колониальных городках Мексики, Мерида, Вальядолиде. Это наш домик, но его обзор я приведу вам чуточку позднее. Рядом с нашим домиком есть еще один бассейн, он побольше. И, наверное, более живописный, потому что там есть и гамаки, и много беседок. А здесь, по всей видимости, иногда еще и делают посиделки у костра. Кто-то находится именно в комнатах, а не в домиках, как мы. В большом корпусе этого отеля. Вы смотрите, какая красота. Вот здесь будет очень красиво сделать фотографию. Пройдем наконец-таки в наш домик. Здесь очень просторно, красиво. Правда, вечером было еще более красиво, потому что у нас были украшены наши кровати. Здесь была красивая собачка. В этой комнате есть два больших кресла, две двухспальные кровати, удобнейший матрас. И мы спали под звуки сверчков, природы. Это, конечно же, очень приятно. Кондиционер у нас здесь есть. Мы даже его не использовали, потому что было не душно. Столик рабочий.
Видите, вот сейчас даже слышны звуки природы. Прогуляемся по комнате. У нее интересный дизайн. Вот, кстати, это собачка. Здесь есть шкаф, где можно расположить все вещи, вешалки, плед, если вдруг кому-то станет холодно. Также есть полочки, где можно разместить вещи. Ну и здесь у нас, собственно, душевая. Вода отлично идет. Есть горячая вода, холодная, 2 раковины. Я вот здесь вот тоже, посмотрите, как украшения сделали с полотенцем. Все это в майянском стиле. Также у нас было несколько флакончиков шампуня, кондиционера. Сейчас с ребятами мы пришли на завтрак. Давайте покажу, чем здесь кормят. Пока мы видим фрукты. Здесь и папайя, арбуз и что это у нас? А это Дыня. Дынька, да. Конечно. Потом здесь у нас хлебушек. Давайте-ка развернем его сразу. Este es mantequilla y mermelada de Jamaica, ¿ok? Угу, какой-то интересный мармеладик. Масло и варенье. Да. Вот это называют варенье. И хлебушек, смотрите, какой аппетитный. Также мы себе заказали чай, кофе. Также у нас здесь что-то типа мюсли, да? И йогурты. Обратите внимание, здесь мюсли с добавлением кокоса. Мы обычно такие не едим. Стоит отметить, что папайя очень вкусная. Но она почти везде вкусная. Вкусный арбузик. Ну, а дынька на самом деле так себе. Давайте еще попробуем. Хлебушек макнем варенье. Спасибо, сеньор. Попробуй догадаться, из чего это варенье. Ну, из чего-то из ягод. Из местных ягод, видимо, вареница. Выезжаем с ребятами из нашего отеля. И сейчас поедем на главную пирамиду Майя, в Чеченицу. Буквально в паре километров от нашего отеля, в котором мы остановились, который мы вам показывали, находится, пожалуй, главная или одна из главных достопримечательностей Мексики. Это храм Чеченица. Сейчас мы припарковались за 80 песо и движемся вдоль дорожки. Вот мы видим множество автобусов, машин. Также пытаются еще ближе подъехать к главному входу. Проходили сувенирчики небольшие. Вот Али прикупил себе здесь шляпку. Вот такой вот наряд шляпный. Мексиканский барон наш. Да, шляпа, в общем, по 200 песо продают. Поэтому чтобы дополнить образ, был сделан такой выбор. В итоге стоимость билетов 524 песо, плюс налог 95 песо. Получается 619 песо стоит проход на территорию древнего города Майя с человека. Также еще дополнительно оплачиваем 50 песо за камеру, чтобы внутри можно было снимать. Пока прогуливаемся, видим множество палаточек с сувенирами. Надо сказать, что цены здесь достаточно демократичные. В других сувенирных палаточках мы видели те же самые сувениры немножко подороже, чем здесь. Сама по себе Чеченица представляет собой древний центр ритуалов, церемоний и торговли для древнего народа майя. Вот здесь, на этой карте, мы можем видеть как основную достопримечательность Чеченицы Эль-Кастильо. Это храм самого бога пернатого вулкана. Так и другие важные особенности. Вот это Синод, естественный колодец, в котором мы уже были, в другом. Вот это вот Эль-Караколь, обсерваторию. Это караколь, это улитка по-испански. Это древняя обсерватория, через которую наблюдали звезды через отверстия в
крыша. Ну и какие-то отдельные другие элементы. Вот менее живописная пирамида, она уже не Кукулькану посвящена и так далее. В целом здесь такой целый комплекс древнего народа майя, который неплохо посетить. Сейчас мы можем видеть, пожалуй, главное сооружение в древнем городе майя. Это храм Кукулькана. Это 9-ступенчатая пирамида высотой 24 метра. Также наверху еще располагается сам храм высотой примерно 6 метров. Наверное, одни из самых значимых достопримечательностей внутри Чечен-Ицы — это, конечно же, пирамида Кукулькана, у которой мы сейчас прогуливаемся, храм воина 4-ступенчатый и 1000 колонн. Также можете по своему желанию взять гида, который расскажет более подробно о каждом храме. Но мы почитали вводную информацию. Конечно же, все знают цивилизованные народы майя, поэтому далеко углубляться, наверное, для нас как бы не стоит, потому что до сих пор очень многие тайны не раскрыты, а предположения можно посмотреть и в интернете. К вершине храма ведут 365 ступеней. Раньше можно было подниматься, но уже давно запретили это делать, видимо, для того, чтобы сохранить эту пирамиду в таком виде, в котором есть она сейчас. Также эту пирамиду называют идеальной, потому что она смотрит ровно в 4 стороны света. Также этот храм посвящен богу Кукулькану. Он был богом воды, ветра, огня и земли. В этом храме очень интересная акустика, поэтому сюда многие приходят и начинают аплодировать перед этим храмом. Аплодируют здесь, а звуки издаются там. Сейчас мы проходим аллею 1000 колонн. Раньше здесь находилось здание рынка, и эти колонны имели тростниковую крышу. Здесь продаются музыкальные инструменты, такие, смотрите, тут вроде милый песик, а на самом деле... Весьма разнообразные музыкальные инструменты, конечно. Нужно подуть сову, и она тогда издает различные звуки, словно дудочка. Я уже давно восхищаюсь сувенирами, которые продаются в Мексике. Они действительно очень красивые, колоритные. Вот сейчас мы подошли к магнитам, посмотрите. Они сделаны из особого камня и покрыты лаком. Это календарь майя. Еще один значимый храм на территории комплекса — это храм воинов. Еще один. Ну, такой вот звук древнего племени майя. На территории Чечен-Ицы порядка 10, наверное, храмов, различных сооружений. И вот один из них — это храм Ягуара с очень красивыми расписанными стенами. Стены храма Ягуара расписаны красивые фигуры орла и ягуары. Посмотрите, они в своих лапах цепко держат сердце других животных. Сейчас мы пришли на самую большую игровую площадку в мяч. У майя порядка 135 метров данное сооружение. Там мы видим кольцо в стене, в которое нужно было пробрасывать этот мяч. Правила на самом деле до сих пор неизвестны точно, как они выглядели, но
Майя здесь играла в мяч. Кстати, игра в мяч, которая проходила на этом стадионе, называлась «Пок-топок» и была в первую очередь жертвоприношением. Говорят, что участники, которые, наоборот, побеждали, их приносили в жертвоприношение. Наверное, порядка 2 часов мы провели на территории этого храмового комплекса. Это по большей части, потому что смотрели различные сувениры, конечно. Да, очень много палаток, потому что очень с различными сувенирами, прям на каждом шагу. И если вы взяли что-то в одной из палаток, то ваш долг это пройти в каждую другую палатку, посмотреть, не переплатили ли вы. Ну, а что касается самих храмов? Что касается самих храмов, было достаточно интересно. Мы до этого смотрели тоже различные документальные фильмы. И можно сказать, что вот как я представляла, так оно и было. Да, действительно, это важная культура, важная история, но многое остается загадкой, и поэтому, как оно было действительно, непонятно. Сама территория храмового комплекса не очень большая, можно за 1,5-2 часа обойти самые значимые, наверное, постройки, впитать в себя дух майя. Приехали в Синод, который называется Икиль, находится совсем рядом с Чеченицей. Вход 200 песо без еды, 440 песо с еды. Мы возьмем более бюджетный вариант, потому что немного по дороге перекусили. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Мексиканцы очень любят, конечно, вешать браслеты практически на любые достопримечательности. Ну что, один из самых красивых синодов нам предстоит сегодня увидеть. Пока мы видим красивый ухоженный парк, здесь также еще находится территория отеля. Очень большой красивый отель. Но нас, конечно же, в первую очередь интересует сам синод. Сверху уже открывается потрясающий вид на сам синод. Лианы, свисающие прямо вниз в воду. Вот такой огромный-огромный бассейн природный. Прежде чем спуститься в синод, вам нужно сходить в душ. Также можете воспользоваться переодевалкой. И нужно еще обязательно сдать ваши сумки, в данном случае рюкзак, в ящик. То есть вы можете бесплатно получить от него ключ и сдать, соответственно, в ящик. Потом опционально можно взять еще здесь жилет спасательный. Если он вам не нужен, можете купаться, плавать без него. Оказалось, что использование спасательных жилетов это не опция, это обязательное условие нахождения именно в воде. То есть, чтобы спрыгнуть, либо искупаться даже, вы обязаны иметь спасательный жилет. Поэтому изначально отправили Томочку, но ей дали лишь один, поэтому сейчас вот мы по очереди купаемся, потому что путь наверх уже не близкий, времени у нас не так много, поэтому используем один жилет на двоих. Вот, ну а что, водичка? Водичка теплая на самом деле, прозрачная, красивая. Мы видели, что здесь очень много морских обитателей, каких-то различных рыбок, там еще крабиков, не знаю, то есть большая интересная подводная жизнь здесь. Наверху, сверху вниз спадают лианы, до которых можно дотянуться буквально рукой, наверное. Опа! Вот, поэтому очень красивое место, большое, огромная пещера. Очень красивая эта пещера, обрамлена зеленью со всех сторон. Вот в ее задней части растут какие-то различные растения, то есть она вся в траве. Место потрясающе красивое.
Все, плывем обратно, а то ребята меня уже заждались. Хотя, если честно, выходить совершенно не хочется. Водичка очень приятная, место очень красивое, но нужно ехать дальше. Сейчас мы выходим с Сенота и, наверное, выскажу наше общее мнение. Если сравнивать это место со вчерашним Сенотом, который назывался Хубику, нам вчерашний понравился больше. Ну, давайте вот сначала о плюсах этого места. Во-первых, он, наверное, чуть больше, чем прошлый. Здесь красивый свет, можно сделать более удачные фотографии. Здесь множество лиан, водичка чуть потеплее. Ну и на этом преимущество заканчивается. А почему нам понравился больше прошлый Сенот, Хубику? Так это потому, что там можно было плавать без жилетов, прыгать без жилетов можно было. Ну а также, конечно же, там было меньше людей гораздо, потому что место менее туристическое. Вот. Ну, если у вас есть возможность, конечно же, рекомендую посетить оба Сенота. Завершаем сегодняшнее приключение в Сеноте Иккиль. До этого посмотрели древний город Майя. Надеюсь, вам выпуск понравился, друзья. Поэтому поставьте свой лайк. И до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Увидимся в следующем городе Мексики.